Привет, это снова я. В этом видео мы поговорим о ГЭРБ. Гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. У меня уже есть о ней видео. Думаю, это будет третье видео. Я решил записать его, потому что пара человек спрашивали об этом на моем стриме. Они принимали обычные меры, но это не помогло. Я решил записать третье видео для тех, кто безуспешно применял обычные средства. Во-первых, что это? Что такое ГЭРБ? При этой болезни кислота из желудка движется не туда, куда нужно. Она поднимается из желудка вверх, вот по этой трубке, пищеводу. Она не должна подниматься, но проходит вверх через клапан желудка. Проблема в этом клапане. Он не остается закрытым. Было бы здорово вызвать сантехника, он заменил бы клапан, и проблема решилась бы. Обычно это заболевание вызвано тем, что в желудке не хватает кислоты. Представьте, у вас ГЭРБ, кислотная отрыжка. И вы думаете, у меня слишком много кислоты, это же логично. А ведь на самом деле, если кислоты в желудке недостаточно, этот клапан зафиксирует то, что кислоты мало, и не закроется до конца. Он останется открытым. Когда pH в желудке от 1 до 3 — это сильная кислотность, клапан будет закрыт. Так все устроено. Но тут могут быть и другие причины. Проблема может быть и в нервной системе, в той ее части, которая называется вегетативной нервной системой. Она контролирует этот клапан. Из-за слабых надпочечников. Такая причина болезни возможна. Но в большинстве случаев дело в нехватке кислоты и в том, что она недостаточно сильная. Вот такие причины. Человеку может показаться, это же логично, что кислоты слишком много, а на самом деле все как раз наоборот. Вот почему эту проблему трудно уладить, ведь люди делают совсем не то, что нужно. Врачи скажут, что, во-первых, нужно менять образ жизни. Лично я не совсем понимаю, что имеется в виду. Просто меняйте образ жизни, не вдаваясь в подробности. Во-вторых, есть лекарства. В-третьих, если это не поможет, вам предложат операцию. И очень мало, слишком мало внимания уделяется правильному питанию, к сожалению. В медицинских справочниках об этом заболевании написано нечто странное. Причина ГЭРБ — кислотная отрыжка. Это все равно, что сказать, причина гипотиреоза — нехватка гормонов щитовидки. Это просто описание. Это не говорит, что же на самом деле вызвало проблему. Они просто не знают. В числе факторов риска всегда называют ожирение и беременность. Это тоже не особо помогает. Но если исходить из того, что кислоты в желудке не хватает, и повысить кислотность, вы с удивлением обнаружите, что ситуация улучшилась. Она может и вовсе разрешиться. Отвлекусь и скажу пару слов об антацидах. В одних только США более 15 миллионов человек, кому прописаны антациды. Это не считая того, что продается без рецепта. Это бизнес на 9,5 миллиардов долларов. Вот только беда в том, что прием антацидов эту проблему никак не решает. Больные должны принимать их снова и снова, опять и опять, получая при этом кучу побочных эффектов, например, от препаратов ИПП. Это ингибиторы протонной помпы. Их цель — снижение кислотности желудка. Но с ними связаны незначительные осложнения, повышение риска смерти на 25%, риска старческого слабоумия на 44%, риска сердечного приступа на 20%, а еще повышение риска рака желудка на 50%. Ужас. Но эти препараты выписывают, люди продолжают их принимать. Итак, мы разобрались, что это. Теперь как с этим бороться? Во-первых, я рекомендую начать принимать яблочный уксус в таблетках или в жидкой форме во время еды. Еще я бы добавил бетаиногидрохлорид. Он естественным путем повышает кислотность. Принимайте его перед едой. Перед каждым приемом пищи принимайте 3, 4, 5 или даже 6 таблеток. Кислотность желудочного сока начнет повышаться. Кстати, одна из причин его низкой кислотности — это нехватка соли. Для производства соляной кислоты нужен хлор, а соль — это хлорид натрия. Это еще одна возможная причина. Если вы приняли что-то из этого и вам стало хуже, появилось жжение, это может означать, что у вас либо гастрит, воспаление стенки желудка, либо язва.
В этом случае вам нельзя подавать кислоту к чувствительной области или к имеющейся дырке в желудке. Сперва нужно сделать шаг назад и принимать что-то другое, например, хлорофилл. Его можно получить из темно-листовой зелени, концентрата сока витграсса в порошке. Хлорофилл может заживить эту область, и на это может уйти какое-то время. Может, месяцы. И еще одно хорошее средство — экстракт корня солодки. Если вы принимаете яблочный уксус или бетаиногидрохлорид, и жжения нет, но проблема остается, вам стоит заняться увеличением числа бактерий в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. Кстати, они производят молочную кислоту. Так вот, если этих бактерий достаточно, это поможет наладить баланс кислот, и желудок будет работать лучше. Так что прием хорошего пробиотика поможет. Я рекомендую жидкие пробиотики. Под видео есть ссылка на подробное описание. Пробиотики могут значительно улучшить ситуацию, потому что улучшение работы одного отдела пищеварительной системы снизит нагрузку на другой отдел. Очень хорошее средство при гастрите, кислотной отрыжке и любых проблемах с желудком — это кочанная капуста. Квашеная капуста — это здорово, но и салат с капустой и морковкой отлично поможет успокоить пищеварительную систему. Вот такой вот совет. И последнее на сегодня. У вас может быть состояние, которое называется СИБР. СИБР — синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке. При этом синдроме у человека слишком много бактерий, дружественных бактерий, в тонком кишечнике, а должны они быть в толстом кишечнике. Под видео ссылка на подробное описание. При этом синдроме, если человек поест овощей, особенно в больших количествах, у него начнется сильное вздутие. Это будет верным показателем, потому что так вы даете этим бактериям пищу, а еще если от пробиотика состояние ухудшается. Что с этим делать? Последуйте советам, которые я дал в том видео. Ссылка в описании. Не ешьте овощи месяц. Дело в том, что бактерии питаются клетчаткой в овощах. Нужно не кормить эти бактерии, чтобы они перестали расти там, где им не место. Поэтому перестаем есть овощи и добавляем яблочный уксус и бетаиногидрохлорид, чтобы кислотность повысилась. Это поможет желудку лучше переваривать пищу, так как если непереваренная пища попадает в кишечник, там будет совсем плохо. Итак, если у вас СИБР, нужно подходить к проблеме немного иначе. И, само собой разумеется, нужно соблюдать здоровое кето, уменьшить углеводы. Очень часто одно это решит проблему. И не забывайте про интервальное голодание. В среднем еда находится в пищеварительной системе на протяжении 35-40 часов. А как часто люди едят? Очень часто, да? Они не могут продержаться даже 3 часа, не поев и не перекусив. Так что в нашей пищеварительной системе постоянно полно еды. А еще мы удивляемся, откуда у нас ГЭРБ. Так что интервальное голодание очень полезно. Особенно при этом заболевании, потому что мы даем пищеварительной системе отдохнуть впервые за долгое время. Даем ей успокоиться, не работать так напряженно, даем ей очиститься. При гастрите и при язве голодание значительно улучшит состояние. Интервальное голодание — один из лучших способов улучшить работу пищеварительной системы в целом. Не стоит забывать о возможности дать организму шанс отдохнуть и излечиться. На этом у меня все. Я более подробно рассказал о том, что делать при ГЭРБ. Спасибо за просмотр. Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Как вы сможете не пропускать новые видео? Просто нажмите на колокольчик.